Давай сейчас я тебе дам ключ, и ты сам проедешь, прочувствуешь. Вообще страшно, капец. Вся первая в шлиф. Попробуй затормозить. Ты же... Мы доехали далеко за город, потому что в городе за эту машину вот мы просто арестовали. Ланос 500 сил. Видишь, такая маленькая турбинка стоит. И вот это зло можно встретить будет на дорогах Киева. Ребят, всем привет! Сегодня у нас автомобиль массой в 2 тонны, в котором можно вот так вот удобно развлечься на заднем диване. Но при всем при этом он показывает динамические характеристики, как у 911 Turbo S. А именно 2,7 секунды с места, 100-200 6,6 и 10,8 четверть мили. Audi RS6 спросите вы? Нет. RS7, Stage 2, 770 лошадей. Как я уже сказал, это RS7 непростая на правильном Stage 2, который может объехать RS6 Булкина. И представляю вам ее владельца Александра, который расскажет, как эксплуатировать эту машину на каждый день и в гонках на четверть мили. Ну расскажи, собственно, почему RS7, а не RS6 ты предпочел взять? Мне всегда нравился именно этот кузов. Я, конечно, смотрел на RS6, но семерка мне нравилась больше. Во-первых, это купе, а не универсал. Во-вторых, безрамочные двери и возможность ехать немножко быстрее, чем RS6. Да, за счет чего это? Аэродинамика после 100 км в час играет большую роль, и поэтому, в принципе, RS7 показывает лучший результат. Вот скажи, здесь Stage 2, да? Насколько я понял, 770, да, лошадей? Да. Я уже покупал, она была на Stage 2, заявлено было, что 10,6 она едет, но это слегка неправда оказалось. Это мы говорим про квотер? Да, это квотер. Это была немножко неправда. В реальности она тогда ехала 11,2, когда я ее купил. Все, что я успел сделать на сейчас, это охлаждение поставил, тормоза керамические, которых не было в базе, в остальном это полная комплектация, и более легкие диски 20 вместо 21 штатных, которые у Audi обычно весят больше. И уже на таком конфиге она поехала 10,8 лучшее время, пока еще не 10,6. Чтобы она ехала 10,6, нужно довести ее до состояния, наверное, твоей машины, то есть там еще добавить насосы, добавить более злую прошивку и метанол для того, чтобы температура была ниже. Ну и, возможно, впуск, который никак ко мне не может доехать. Вот это будет достаточно, чтобы машина ехала 10,6, возможно 10,5. Ну и все это правильно нашить. Ну да. Соответственно. Ты на ней ездил на драг, да, наверное? Конечно, с первого дня. Да, и как вот себя машина ведет на драге? Идеально. То есть за полгода, которое непрерывно я ездил на соревнования, никаких поломок не было, никаких перегревов, обрывов или еще чего-то. Машина абсолютно стабильно выступает, и это помогло, в принципе, занять призовые места, первые места на Кубке Киева и на чемпионате Украины. Ну, очень интересно. Кстати, между прочим, ты говоришь, что вот она сейчас едет 10,8, а 10,6 у нас едет, по-моему, 911 Turbo S в стоке МК-2. Да. Ну, все эти цифры зависят от зацепа, реальных мест. Мы говорим про какие-то средние лучшие условия. Слушай, давай не будем торчать вот это возле машины по 20 минут, потому что наши зрители жалуются, что вы там по 30 минут стоите возле тачки, что-то обсуждаете. Давай сядем просто вот в твою РС-ку, поедем и поговорим в дороге. Давай. Погнали. Ну, давай чуть проедемся. Как раз расскажешь немного про комплектацию. Давай. Из комплектации есть проекция на стекло. Потом есть система ночного видения. В принципе, она была, но так как мы поставили охлаждение, пришлось ее временно демонтировать. В принципе, есть варианты, как там ее поставить обратно, но пока без нее. Есть парковочный ассистент, ни разу не пользовался. Он там в каком-то определенном режиме может машину сам запарковать. Так что не нужно вообще, можно даже не в машине находиться. Кстати, ты слышал вот эту историю? По-моему, вот была реклама Мерседеса. Мы там сделали парковочный ассистент, теперь вы можете с помощью одной кнопки легко запарковать свою машину. И потом вслед за этим BMW выпустила такую стебную рекламу, мол, типа, владельцы наших автомобилей умеют парковать свои автомобили сами. Ну да, это намек на то, что BMW покупают для драйва, а Mercedes
для комфорта и для медленного передвижения. Вот если в этом контексте взять Audi, то это что-то может быть даже среднее, да, наверное? Нет, это Audi покупают люди, которые не хотят ремонтировать свои Mercedes и BMW. По музыке у нас здесь, я смотрю, Bang & Olufsen, да, выдвигающиеся фирменные колонки с Да. обоих сторон. Как тебе, кстати, звук? Звук отлично, если качественная запись, то вообще супер, никаких вопросов нет. У тебя здесь еще есть люк. Кстати, ты знаешь, что машина с люком весит чуть больше, чем машина без люка? И многие даже берут РС-ки специально без люка, с минимальным количеством опций, для того, чтобы выиграть еще какие-то 0,05, максимум 0,1. Да, я слышал. С разгона. Но тут у нас вариантов не было. В то время, когда я покупал, продавалось всего 2 РС-ки из 4. Есть еще спортивная подвеска, спортивный дифференциал. Вот в индивидуал настройках можно выбрать, в каком режиме работает. Например, двигатель, коробка передач, регулировка амортизации, динамическое рулевое управление. То есть по мере того, как набирается скорость, меняется усилие на руле, чтобы он был не такой же легкий, как на маленьких скоростях, а на маленьких скоростях, наоборот, на легком руле комфортнее парковаться. Спортивный дифференциал, звук двигателя и адаптивный круиз. Звук двигателя — это переключается заслонка? Звук двигателя, да. То есть будут и прострелы, и громче звук. Ну, ты вот в основном какие настройки используешь для себя? Я всегда езжу по городу, если это не режим гонки, всегда в обычном комфортном режиме. И на драге это всегда индивидуал. То есть Dynamic — это, ну вот единственный раз я включал Dynamic в Германии, когда была пустая дорога, автобан, и интересно было поездить именно в повороты на идеальной дороге. У нас это либо дорога не идеальная, ну вот если сейчас мы едем, конечно, дорога очень качественная, тут можно было бы попробовать включить Dynamic, но все равно излишняя раскачка, такая жесткость. Так а давай попробуем, вот включи Dynamic, давай сейчас попробуем ускориться. О! Ну отлично. И вот прострелы. Отлично, отлично. Слушай, что-то сзади у тебя там звон какой-то в багажнике происходит, что это? Это кубки с драга. Какие кубки? Сейчас покажу. Давай вот тут прям встанем, глянем, что там у тебя. Давай. Так, вот у нас тут есть первых мест 3 и вторых мест 2. Это был чемпионат Киева, 2 место, когда я залил не тот бензин и проиграл пару тысячных секунды. И на втором Кубке Киева я уже залил правильный бензин, настроили карты мы топливные, и я выиграл там с довольно большим отрывом, 10,8 она ехала в Киеве. И на чемпионате Украины в классе Pro Legal тоже 1 место, большой такой кубок, красивый. Там очень важно было не выезжать из 11 секунд, то есть это было условие не попадания там в Pro-класс, потому что в Pro-классе уже драгстеры по 3000 лошадей. Ты говоришь, нужно было не выехать из 11, да? То есть у тебя же машина едет хорошо, там ниже 11, ты там, что там, педаль отпускал? В конце приходилось даже на тормоз нажимать, потому что на бетоне сцепление намного лучше, чем на асфальте. Если на чайке мое лучшее время 10,8, это значит, что на бетоне в среднем я бы пошел 10,6. Но для того, чтобы не выходить из 11, приходилось в конце нажимать на тормоз. Это как бы разрешено, можно так делать, но нужно внимательно смотреть на соперника, потому что, по идее, он может догнать. И тут всегда такой момент, что нужно не проиграть и при этом обеспечить нормальный результат и приехать раньше, чем он. А вот это последний чемпионат, по-моему, дрэгрейсинга в Киеве, да? Вы там, по-моему, с Пашей на Эвике розовом заезжали. Да, Паша... Это же тоже наш знакомый. Как раз хотим снять тоже его машину, но никак не соберемся. Паша был главным соперником, получается, его лучшее время на квалификации было немножко быстрее, там на 0,1 или на 0,2. Ну и все как бы понимали, что в финале, наверное, зарубимся мы с Пашей. И, в принципе, я видел, что я из своей машины не могу выжать больше, потому что моя машина стабильно едет одно и то же время. В чем отличие от любого корча? В том, что если она едет 10,8, то она стабильно едет 10,8. Она может перегреваться, и тогда время немножко будет хуже, там 10,9. Отличие же всех других машин обычно в том, что это время нестабильно. И если Паша мог ехать в диапазоне между 10,5-11, то я понимал, что я буду ехать только 11,8. Но Паша сделал 2 фальстарта, и по условиям соревнований это проигрыш. Хотя, в принципе, единственный раз, когда он заехал по
по правильному светофору и этот заезд считался. Получилось, что он был немножко быстрее меня, как и показывало время квалификации. Хочу уточнить, что у Паши Эва 10, в котором порядка 700 лошадей и гораздо меньше веса, чем у РС. Да, Да? килограмм на 500, наверное. Вот, поэтому это очень серьезный соперник. Ну что, погнали дальше, поедем. То есть, проще говоря, мы имеем дело с драговой машиной, которую можно эксплуатировать вообще без проблем на каждый день, ездить на ней на дачу, отвозить родителей там, куда надо, ездить за бизнес-партнерами в аэропорт, там или в баньку, в ресторан с девочкой. Все это можно делать на одной машине. И еще при случае наказать пару нахальных байкеров со светофора. Да, было пару раз. Их просто сдувало после скорости 200 км в час. Но в целом для города более чем достаточно. Да? То есть это все-таки не кольцевая машина. Там, Да, я покупал ее именно не для того, абсолютный чтобы спорткар. ездить каждый день. Не для того, чтобы это был спорткар только на гонку. Удовольствие от машины нужно получать каждый день. И если она одновременно с двумя дверями, с задним диваном, можно ехать в дальнюю дорогу и можно ехать на чайку, то это идеальный вариант для меня. Мне, наверное, тяжело было бы понимать, что у меня там машина, на которой можно ездить только там пару раз в год. Это нужно ехать куда-то забирать, расчехлять, подготавливать к выезду. На такой повседневной машине, которая не ломается никогда, на которой ты уверен в том, что она стабильно проедет, гораздо приятнее ездить. То есть на повседнев абсолютно идеально можно ездить и... Да, однозначно париться. советую. Я не знаю, как современное поколение Мерседеса там себя показывает. Ну, по BMW, все, что я видел, они гораздо менее надежные, постоянно вылазят какие-то ошибки. И как мне недавно рассказали, что Audi, когда входила в этот сегмент, она специально сделала немножко больше запас прочности во всех агрегатах. Даже вот сюда они поставили ZF автомат, а не DSG или подобную коробку, как на Porsche с двумя сцеплениями, хотя поршевская коробка и DSG быстрее в плане переключения, то есть здесь есть очевидная задержка, ее особенно заметно, когда вот ездишь с роботами, но тем не менее она зато держит 1200 момента легко. Ну, это известное дело. Автомат с гидротрансформатором всегда надежнее и лучше переваривает момент, чем робот. Но минус этого служит тем, что здесь нету классического лаунча. Да. Да, то есть здесь есть как бы некий псевдо-лаунч, просто ты зажимаешь педаль тормоза, педаль газа, как бы машина стремится ехать, но ее держат тормоза, да, и ты отпускаешь уже педаль и срываешься с места. И, кстати, достаточно неплохо эта машина делает. Сколько Да. там у тебя лучше было до 100? До 100 лучше было, наверное, 2,9 сейчас. Ну, потому что каждый раз, когда мы замеряем, все-таки это не идеальные условия. Я думаю, на соревнованиях, если бы мы замерили, то где-то, возможно, 2,8 было бы. Ну, цель, когда доедет все то, что должно доехать, чтобы было 2,7, как, в принципе, эти машины должны ехать. И еще один важный момент, что даже сейчас у этой машины по телеметрии 60 футов 1,5. Это очень крутая цифра. Большинство машин, вот даже Getter и все остальные, они в основном берегут привода, коробку и все остальное и начинают ехать уже после того, как какой-то первичный зацеп есть. А эта машина даже со старта делает отличный прыжок, и у нее как раз хуже следующая дисциплина, которая 100-200, потому что очень тяжело такую массу, там больше 2 тонн, продолжать поддерживать эту скорость на больших скоростях и на большой дистанции. А со старта прыжок как раз позволяет всегда выпрыгнуть за счет того, что вот инженеры Audi офигенно подготовили эту машину. Я был доволен не только самой машиной, но и тем, как ее сделали, потому что я не мог найти, кто тюнинговал ее, кто делал Stage 2. В принципе, я знал, там, что APR, у меня было там приложение было, я смотрел, понимал, что стоит чип от APR, но не знал, кто механически выполнял все эти работы. И, в принципе, я впервые за все время, когда я там ездил на каких-то машинах после покупки, я искал, кто это делал, просто чтобы поблагодарить, потому что машина реально была стабильная. И это очень хорошо ее отличает от других каких-то машин и тюнеров, потому что, когда ты начинаешь что-то делать с заводской машиной, обычно у тебя вылазят какие-то бока. Здесь за все это время я вот проездил полгода, при этом это постоянно чайка, чемпионат Украины, какие-то еще покатушки, со светофора заезды, никогда никаких ошибок, никогда ни по электронике, ни по механике вопросов не было. Хорошо, давай еще немного поговорим про надежность, про поломки. То есть, я так понимаю, вообще нечего, да, говорить об этом? Да, поломок 0. Я понял, пропускаем эту тему. Скажи, что по расходу топлива, есть ли здесь какие-то технологии, которые позволяют его уменьшать, например, если ты едешь в том же круизе?
отключение цилиндров и так далее. Да, есть отключение цилиндров, 4-цилиндровый режим. В идеальном режиме по трассе со скоростью 140, я думаю, будет меньше 10. Но в реальности, понятно, по городу, когда там наваливаешь и так далее, это больше 15, но не больше 20. То есть от 15 до 20 ты вкладываешь? Да. В GTR, чтобы ты понимал, наверное, литров 35-40. Не, ну в гоночном режиме, наверное, и тут литров 40. Лично у меня бак на день максимум на 2 хватает. При Ну, том, это что, совсем. смотри, у GTR бак 55. Может, у тебя дырка там просто? Да, там дырка называется Stage 2. Куда мы заехали? К нашей ласточке. Что за ласточка? Сейчас увидим. Мне кажется, тут какое-то похищение Киеврейсера происходит. Короче, народ, чтобы вы понимали, мы доехали далеко за город, потому что в городе за эту машину вас бы просто арестовали и отправили в тюрьму, потому что это просто незаконно делать такие вещи. Здравствуй, Вова. Дорогу находил, самую прямую, без светофоров, без ничего. Здравствуйте. Добрый вечер. Проходи, теперь ты увидишь. Так, и что? Вот. Про который ты говорил. Вот это? Димончик, иди сюда. А, открыт? Да. Ты серьезно? Ну да. Видишь, такая маленькая турбинка стоит. Незаметная. Какой это город? 42. Это Бургварна? Аналог 42-го? SX300. Труба. И на 3-литровом моторе, да? Да. Пока на 2.5. Сколько потенциал по мощности здесь? Сейчас 480. Почти 500 сил? Ланос 500 сил. Хотели еще зла и жогова? Заводишь? А ну давай. Покажем, как заводится машина. Что это такое? Ёпересете. Температура масла, наддув, давление масла, давление насоса топливного. Это для переключения, показывает объем. То есть это тахометр выносной, лампочка загорается, когда переключаться. Это завод с кнопок. Это принудительное охлаждение, одна запасная, это зажигание. Я не знаю, как это комментировать. Народ, обычный с виду Ланос, который стоит в каком-то неприметном гараже за Киевом. И вот это зло можно встретить будет на дорогах Киева. Расскажите в двух словах, что это вообще такое? Что это за зло? Это Dave Lanos на 2.5 моторе с маленькой турбиной SX300 Borg Warner. Аналог 42-го. Ну, немножко великоват. 42-го Гаррета, да? Да, 42-го Гаррета. Немножко великоват для этого моторчика, потому будем на зиму делать сильнее, чуть-чуть 3-литровый. Но возьмем более продуктивную турбину 35-й GTX второго поколения. Шарика подшипнику, турбинку. Сделаем 3-литровый моторчик на ковано-поршневой, H-образном шатуне. Портинг по головам. Кое-как изменим коллектора. Коллектора здесь сделались с Пашей 13-м гаражом. Но чуть-чуть неправильно сделаны углы, и потому нету такого нормального наддува именно на турбины, и потому нужно их изменить. Какая сейчас мощность у него? Ну, при один наддуве мощность 360 лошадей, Саша успел выдуть в нее 1.7, ну, где-то 480-520, ну, это уже на пальцах. 500 лошадей на Ланосе. 520, но это на пальцах, и потому как бы Какая ожидается мощность? при изменении мотора, изменении турбины, это будет хороший драг-боец, будет не уступать никому на 402 метрах, будет 3-литровый мотор и как бы борьба будет 600-650 лошадей. 600-650 лошадей на Ланосе. Хочется выйти из 10. Выйти из 10? Да. Квотер на Ланосе? Да. Хочется выйти, но пока А сейчас на сколько? Сейчас очень слабо. Мы не успели замерить, потому что стало холодать. Где-то 13 средняя. Короче говоря, народ, Франки в следующем году придется несладко. Потому что, как оказывается, есть интересные проекты,
на базе, например, даже вот этого Ланоса с очень серьезными конфигурациями. Я даже не представляю, что вас ждет. Его вес тонна 270. Так что, как-то так. Я просто оставлю это без комментариев и уйду. Слушай, Саш, ну удивил ты, конечно. Подъезжая сюда, ну, я не ожидал здесь увидеть какой-то Феррари там или что-то такое плана. Но мы зашли, и тут стояло всего лишь 2 Ланоса. Я думал, надо еще куда-то дальше проходить. Но потом я понял, кому вообще в голову пришло такое учудить? Все началось с того, что я неправильную первую машину купил. Это был Кадет на 1.8 моторе, немножко расточенный, подготовленный тоже предыдущим хозяином гонкам. Он там ехал какие-то свои 15 высокие, 16 низкие. Ломалось там все. Но буквально там за несколько месяцев я увидел у Вовы валящий Кадет 2.5 еще тогда. И решил, что надо мне, наверное, тоже поставить V6. Потом у меня был атмосферный V6 Кадет, потом атмосферный V6 Ланос. И уже буквально там пару лет назад мы понимаем, что атмосферные моторы не особо конкурентоспособны на драге, надо ставить турбо. Я, конечно, хотел переделать в электрику, думал, что будущее за электрикой, но никто не умеет, Теслы все равно не едут, там 700 сил Тесла как-то неуверенно едет на драге, а турбомашины гораздо проще построить, меньше бюджет и понятно, в какую сторону идти. Поэтому решили делать нормальную машину будущего чемпиона переднего привода, чтобы, опять же, это был не для рулона, не для 100-200, а для 402 метров, потому что у этого мотора офигенный крутящий момент на старте. Он и на атме отлично стартует, на уровне с 300-сильной VRX STI, например, хотя там полный привод, это очень необычно. Если же делать еще нормальную турбу, то получится гораздо веселее и можно реально претендовать на нормальные места на драге. Эта машина будет подготовлена в следующем сезоне и будет снят полный, подробный обзор с заездами. Вы просто обязаны не пропустить. Поэтому подписываемся, ставим колокольчик. А мы с тобой отправляемся по домам, потому что завтра нас с тобой ждет еще очень интересные заезды. Вот. Заедем же на стенд, замерим РС-ку. И после этого поедем, зарубимся с ГТРом. Ну и драги, конечно же. Хорошо. Надо было сейчас сказать, ставьте лайк за Ланос. Давай. Ставьте лайк за Ланос. Все, до завтра. Вот мы и провели замеры РС-ки. Что у нас получилось в результате, расскажет главный технический специалист компании Sprintec Алексей. Вот, тебе слово. Во-первых, хочу сказать большое спасибо Владу, что снимает подобные ролики. Наконец у нас появился человек, который снимает красивые, интересные машины и который интересно смотреть. От нас большой респект, от нашей команды, хотелось бы тебя поблагодарить. Итак, Спасибо. это машина нашего клиента, которую мы делали достаточно давно. Эта машина была сделана порядка 2 лет назад. Было сделано 3 замера. Сейчас мы активировали чуть-чуть более злую настройку, залили бустер так называемый и сделали 3 замера. На всех 3 замерах она достаточно стабильно показывает мощность свою. Мощность это равняется порядка 760 сил. 760 сил, хочу сказать, это с маховика, то есть это не колесная мощность, и 1179 моментов. Также у нас максимальная мощность доступна уже на 5000 оборотов, и она идет практически под отсечку. Скажи, а как вообще устроен стенд, как он замеряет, как вообще эти потери на трансмиссию накладываются и так далее? Вот это. То есть любой стенд, любой мощностной стенд, он замеряет в первую очередь с колес. После того, как ты, например, на одной передаче с низов до отсечки выкрутил мотор, ты отпускаешь, то есть ты выжимаешь нейтраль, и после того, как машина тормозит естественным путем стенд, она замеряет потери механические. Потом она накладывает колесную мощность с механическими потерями, и основываясь на вот этих показателях, она дает мощность маховика. Расскажи немного, что было сделано по этой машине, чтобы достичь такие результаты.
Для этой машины, конкретно в этом случае, были установлены даунпайпы, был установлен полный выхлоп и калибровки двигателя. И все. Вот так машина ездила 2 года. Хорошо, как ты думаешь, какой вообще потенциал у этого двигателя и у этой трансмиссии? Если мы говорим в конкретном случае про стоковые турбины, максимальный потенциал я оцениваю где-то 840-820 сил. Это на той же присадке, это с воздушным кулером, это уже идет с топливными насосами, это уже идет с байпасами, это еще идет ряд модификаций дополнительных мелких, которые сюда ставятся. И машина стабильно едет уже низкие 6 секунд. Для того, 100-200. 100-200. А то сейчас самые умные начнут писать 0-100. Также на этой машине установили метанол. То есть тут можно четко увидеть 2 шланга, которые подают через 2 форсунки перед дросселями. У нас жидкость в двигатель, так называемый метанол. То есть это смесь метанола и воды. Она пока не настроена, то есть в ближайшее время мы обновим топливные насосы, сделаем более производительные. В ближайшее время мы обновим байпасы, потому что заводские байпасы, они достаточно плохо держат у нас, они тут спрятаны, достаточно плохо у нас держат давление. Мы перенастроим коробку, коробка пока еще сток. Кстати, стандартные байпасы здесь из пластика сделаны? Да, они пластиковые такие, они пропускают. Нужно ставить алюминиевые, мощные. Да, алюминиевые мощные, которые не будут как бы спускать давление. Ну и в принципе, та мощность, которая сейчас доступна, это еще не максимум, который будет у нас доступен в ближайшее время. Давай, кстати, снимем крышку. Да. Кстати, никогда, не дай бог, не ездите без крышки, потому что у вас загорится машина. Скажи это Франки. Он вообще ездит без капота. Аккуратно, аккуратно, горячий. Вижу. Давай подснимем эти турбинки. Кстати, даунпайпы с керамическим напылением стоят. Очень важно. Тут это не настолько принципиально важно, но они стоят, как бы это хорошо. Турбины сами по себе достаточно маленькие. Они супер сверхнадежные, как и вся остальная платформа. То есть, чтобы валить турбины, я не знаю, что нужно сделать. Они работают на 2 бар каждый день, как бы, и с ними вопросов нету. Слушай, я смотрю, туда классно все подготовлено, прям сковородочку можно класть. Я думаю, реально можно замерять машину на стенде, положить сковородку вот сюда. То есть, в принципе, можно говорить, что это конкурент Empower грилю, это RS гриль. Окей, если у вас есть такая машина, вы ездите на стоке, что, не дай бог, делать нельзя. Нужно обязательно ездить, потому что, фан, реально. Такая машина для фана нужна. Когда у тебя максимального фана нету, ты можешь получить, это нужно делать. Даунпайпы, порядок цен это 1000-2, в зависимости от производителя бренда. Калибровки двигателя порядка 2000, там, это средний прайс по Украине берем. У нас это порядка столько же стоит. И калибровки коробки. Калибровка коробки не обязательно, но рекомендуется делать. 4К Stage на 2, машине, на 770 Stage 2. лошадей. Да. И при этом не нужно переживать, потому что многие люди думают, ой, тюнинг развалится, еще что-то. Блин, это самая надежная high-performance платформа, которую я вообще знаю, существует в мире тюнинга на самом деле. Окей, по Stage 3. Stage 3. Турбины, прайс 10+, в зависимости от того, какие турбины делать. Жидкостное охлаждение 2+, воздушное оно стоит порядка где-то 6-7, то есть достаточно большой прайс. Но опять же, если вы заходите уже в этот тяжелый мир тюнинга, надо понимать, что там издержки совершенно другие. Также на этих машинах, когда делаешь Stage 3, обязательно, все, кто смотрят, надо держать во внимании то, что задний редуктор, производительный редуктор опциональный, он слабый, он наворачивается, его нужно усиливать. Усиление заднего редуктора порядка пару тысяч долларов тоже стоит. Есть решение, вы делаете это? Есть решение, мы отправляем Ване Total Race. Сколько это в итоге получится? 20-30. Около 20-30 тысяч долларов, чтобы машина выдавала Но 1000 это жестко. 1000 плюс. Мы говорим о 1000 плюс. лошадей и уже низкие 10 квотер, да? То есть Да, там 10 даже из 10 у нас есть как бы Или машины, даже мы из хотим 10. из 10 выезжать. Вот. Леш, спасибо тебе большое, что так подробно рассказал про технические моменты этого автомобиля, про Stage 2, Stage 3, про потенциал, про проблемные места, что позволил замерить и мощность на машине. Тоже достаточно интересно про это рассказал. Ну и тебе, собственно, слово. Всегда рады, конечно, обращайся, крутая платформа. И также обязательно заходите на наш YouTube канал. Заходите, это хуйня. И заходите на наш YouTube канал, у нас также есть канал. Возможно, чуть меньше просмотров, но мы стараемся. Все, до следующих встреч. Конечно, замеры на мощностных стендах это все очень круто, но как себя ведет машина в реальных условиях, мы сейчас поедем и замерим. На драге и сделаем зарубу с ГТРом. Посмотрим, едет ли она свои 7 или меньше 7, 100-200. Нам повезло, сегодня на Спринтеке стоит RS6, тоже примерно в таком же тюнинге. И интересно будет узнать у Саши, почему он выбрал именно RS7, потому что, как правило, выбирают именно RS6. Да, когда выбирал действительно между этими двумя кузовами, мне всегда нравился
кузов семерки, потому что она все-таки купе. Мне тоже, честно говоря, всегда больше нравилась именно RS7, потому что RS6 это вот еще называют, знаешь, типа... Валящий сарай. Да, валящий сарай, вот именно эта тема. Или там кто-то говорит валящий катафалк, там такого плана. Но это отсылка, конечно, к RS6 Avant, они всегда были в таком кузове. Скажи, они, кроме как вот внешним видом, еще чем-то отличаются? Все одинаковое, я не уверен только по поводу крыши, можно ли сделать панораму на RS7. Но вот мы сравнили эти две машины, почти полностью одинаковый салон. А что по весу? Какая машина легче? Если брать вообще прямо одинаковые машины, то я думаю, что все-таки пару десятков килограмм шестерка будет тяжелее. Ну, так как никто не сравнивал, тяжело. Надо поехать взвесить, тогда будет точно ясно. Ну да, но едут они примерно одинаково, потому что вся техническая часть у них полностью одинаковая. Тот же мотор, та же трансмиссия, Да, это все то же самое. Все одинаковое полностью. Мы нашли еще одно отличие. Это безрамочные двери на RS7 и рамки на RS6. Ну и в принципе все. По салонам они практически одинаковые. В основном все изменения сосредоточены именно на кузове. Вот мы приехали на Нова, на трассу, и сейчас заедем с лаунча. Ты готов? Конечно. Ты уверен вообще в своих Я силах? уверен, 100%. А мы проверим. Погнали. Так, старт с места у нас показал, что мы стартанули плюс-минус ровно, но напомню, RS у нас на зимней резине, и он ехал с лаунча. Я на летней резине ехал без лаунча. Напомню, что в RS 770 лошадей, в GTR 700 лошадей. Но старт всегда у RS был более эффективный. Ну, пока как-то так. Двигаемся дальше. Но стартанули хорошо, ровно, да? Да, стартанули ровно. Но вначале ты, конечно, уходишь, сразу видно вот те цифры, которые у тебя есть. То есть там 5,9. Ну, 6,1, 6,1 скорее. Хорошо, 6,1. То есть реально 6,1, а у меня 6,8, которое до этого было лучше. Так оно и есть в реальности. Без полноценного Stage 2+, то есть это без моего насоса, без впуска, без метанола. Я думаю, что это нереально как-то с тобой конкурировать. Сейчас народ, наверное, опять подумает, что это 0,100. Народ, это не 0,100, это мы имеем в виду 100-200. 0,100 у нас, ну, по твоим лучшим замерам было... 2,9, по-моему, был лучший замер. Но это тоже было не на спортивном топливе, на обычном топливе, на обычной резине, на обычном асфальте. Я думаю, что на бетоне это будет 2,8, может быть. Ну, после всего, я надеюсь, что выйдем на те 2,7, которые должна ехать машина на полноценном Stage 2+. Ну да, вот как Булкин замерил, у него там в районе 770 тоже лошадей, и он там 2,7 даже лучше, да, по-моему, показал? Да, ну я думаю, что если все будет то же самое в машине в RS7, если это Stage 2+ полноценный, то машина будет быстрее, чем у Булкина едет RS6, просто за счет веса и за счет аэродинамики, потому что после 100 км в час уже ощутимо RS6 будет сдуваться, на нее слишком давит воздух, RS7 в этом плане лучше. Ну да, ну вот еще раз по заезду. Стартанули мы ровно примерно, а потом после 100 GTR начинает так достаточно неплохо уходить, на 2-3 корпуса, да, примерно? Да, да. Вот, и
дальше, собственно, ситуация такая же. Это у нас, опять же, связано с тем, что у ГТР на такой дисциплине показатели лучше. 6.1 против 6.8 примерно твоих лучших, да? Да. Но это все, опять же, цифры РС-ки пока еще неизвестны. Сейчас мы возьмем драги и попробуем замерить. Хотя, народ, еще раз уточняю, сейчас температура воздуха у нас уже, наверное, 4-5 градусов, может быть даже меньше. Поэтому даже стартуя с 60-70, не с места, а вот даже 60-70 мы зацеп не ловим, то есть машина начинает шлифовать. Попробуем стартануть, может быть, с 40, чтобы уже к 100 точно иметь 100% зацеп, и проедем 100-200, несколько раз замерим. Но зимняя резина, она тоже может давать какие-то свои коррективы на все эти цифры. Погнали? Погнали. Давай. Так, Драги подключился, поиск спутников. 60, Опа! 100, no, 200, Так, есть замер 6.72. Нормально. В принципе, то, на что мы и рассчитывали, да? Да. Так, ну что у нас получилось? Замер 100-200, 6.72 секунды сразу с первого раза на зимней резине. Поехали с 40. Два человека. 2 человека, кстати, между прочим. То есть, если он будет ехать один, то может быть даже 6.6 Да. покажет. Потому что обычно пассажир 0,1 секунду сбивает. А это, извините, уже быстрее, чем у Булкина. Да, так что, Булкин, приезжай в Киев, сделаем нормальный баттл с RS7. Ты знаешь, Булкин, мне кажется, он чуял неладно, и он уже продает РС-ку, если еще не продал. Это говорит о чем еще раз? О том, что в Киеве тюнят машины не хуже, чем в Питере и Москве. Да. Вот такие дела. И это, кстати, еще не потолок. Так, делаем еще 1-2 контрольных замера. 60, 100, Есть. 200, 6.83. Саш, расскажи, как тебе впечатление от замера? Отлично. Если бы была еще летняя резина, на этих настройках, я думаю, что было бы 6.5 где-то время, а это уже как бы серьезно на 0.3 лучше, чем мое лучшее до этого. Это единственное, что мы сделали, охлаждение поставили. И без бустана я мерил в прошлый раз, на Race Logic это было 6.8. То есть если в таком режиме, плюс еще насосы, плюс еще впуск, который мне не может уже полгода доехать, привет, Миша, то тогда было бы, ну, возможно, 6 низкие. Так, сейчас попробуем поехать с места. Мгм. Идея, конечно, не очень хорошая. Ну, Я надеюсь, нас не размажет об отбойник. 60, 100, Хорошо пошли. quarter mile, А что это было, я не понял. 3.6 0-100. 3.6? Ой, Да. ну на зимней резине, конечно, очень плохо. half mile, Но до 100-200 не доехал чуть. Мгм. И четверть мили 11.2. Ну что, идем в ГТР. Идем. Так, а сейчас проедем на ГТР, прокачу Саню. Я первый раз на Сравнишь? ГТРе. О, давай, прошу, я же тебе дверцу открою. Давай, благодарю. Ну что, готов? Да. Прикольно звук турбины, конечно, слышно. Отсутствие шумоизоляции очень страшно из-за этого. Выхлоп очень сильно слышно, да? Да. Вот вроде машины как-то похоже едут, твоя там чуть быстрее, ощущение, как будто мы взлетаем на болиде Формулы-1, а у меня просто такой седан, на котором люди едут спокойно на работу и решили чуть-чуть навалить. Скажи. Да. Поэтому люди и выбирают Геттер, потому что в нем максимально чувствуются эмоции. Если, например, сравнивать даже с 911, то 911 ближе к РС-ке в плане там ощущений, они более сглаженные. То есть в РС-ке ты чувствуешь, что у тебя комфортный седан, спортседан на каждый день, который офигенно валит. Но то, как он валит, ты не можешь прочувствовать на полную мощность, потому что
он очень все сильно сглаживается шумоизоляцией, подвеской, другими какими-то моментами, которые в сумме делают, ты понимаешь, что у тебя машина валит, но не ощущаешь это на все 100%, да? Ну да. Фабия нас сделала. А он молодец, смотри, прижимается, понимает, что лучше уступить. То есть это ты включил жесткий режим подвески, да? Да, До этого сейчас- это у нас был комфорт все это время. Да, то был комфорт, сейчас у нас жесткий режим подвески. Ну, у компании Nissan специфическое представление о слове комфорт. Кстати, 600 сил сейчас режим. Ну, вот, со 100 км в час буквально там пару секунд сбрасывает. Не, отлично тормоза работают. Для стальных, я думаю, что я не ездил на машине, в которой стальные бы работали лучше тормоза. Да. Ну как в целом у тебя впечатление от GTR? Отлично. Я, честно говоря, думал, будет хуже. Начиная с отделки. Ну да, тут как бы ты добавил карбон, еще там пару штук, видимо. Вот это вот обшито, наверное, не с завода. Это завода. Да. Кстати, я здесь делал только карбон. Ну, самое прикольное, конечно, старт. Вот когда она стартует. Я так понял, вообще нормальный рецепт, как сделать тачку, которая будет всем нравиться, убрать шумоизоляцию. Чем меньше шумоизоляции, тем страшнее. И вот она наваливает, особенно вот, я не знаю, мне кажется, как-то со 100 меньше ощущалось, там, или с 60. С 20, когда ты поехал, ее прям разрывает. Ну, понятно, нет зацепа, поэтому немножко она так по бокам бросает. Но, в принципе, навал намного веселее, чем у меня, хотя вроде бы там цифры не так сильно отличаются. Мне интересно теперь со старта поехать. Ну, вы же не ездите с ланчей. Ну, слава богу, да, не ездил. У меня есть отличное соревнование для геттера, в котором я точно смогу выиграть. 5 ланчей подряд. Кто после этого просто сможет ехать, тот выиграл. Ну, это удар ниже пояса, понимаешь? Крутая тачка. Но вообще другая. Вот вообще восприятие. Брал бы я вот так себе отдельную машину на повседнев, я бы брал, наверное, что-то вот похожее на Getter. Мне просто 34-й всегда нравился больше, 35-й как-то не зашел дизайном, когда вышел. Но вот по ощущениям от езды, такие машины, конечно, дарят намного больше впечатления, чем комфортная машина, которую я брал вот так вот ездить каждый день, просто чтобы она более-менее быстрая была. А так наваливать, конечно, это, наверное, что-то двухместное должно быть. Ну, не будем это считать местами. Я тебе скажу, там помещаются 2 девочки. Давай сейчас я тебе дам ключ, сяду сбоку или сзади, и ты сам проедешь, прочувствуешь. Давай. Никогда не ездил у себя в ГТР сзади. Обычно у нас это Димончик ездит. Смотри, сейчас, когда переключаешь передачу, дождись, пока она включится. О, вот сейчас она включилась. В ГТР передачи врубаются не сразу. Сложноватенько. Нажми сейчас кнопку Cancel на руле. На руле. Нажал. Надув. Да, сейчас у нас получается 600 сил. Ага. Вот можешь попробовать Подожди, сейчас для на новичков. 600 силах. Ну нормально. Как-то за рулем более ожидаемо. Когда ты сидишь пассажиром, вообще страшно, капец. И Попробуй хорошо. теперь еще 700 сил. Нажимаешь кнопку Cancel. Ага. Теперь вверх. Вот это? Не-не-не. Нажимаешь кнопку Cancel. Ага. Сейчас нажми кнопку Cancel, а потом вот эту вверх. Ага. Да, вот теперь ты поставил режим. И теперь на приборке подними, смотри, видишь где RRR? Да. Вот эти вещи, подними первую. Все, есть. Я уже прохал. Готовы. Ну, как Димончик, ловкий шарик. тремя. Кстати, сегодня у нас обзор от Сани. Саня РС обозревает ГТР. Поехали. Да, вот на этой карте уже сразу ощущается, это не просто 100 сил, это серьезно, вот турбина дает. Не просто чуть-чуть повышается давление наддува, реально разница серьезная. Вроде как в цифрах 100 лошадей добавляется, но по ощущениям как будто все 300 добавляются. Так единственное, у нас поворот скоро. Да, вот здесь уже поворот.
Да, тормоза вот нарастает усилие. Вот сейчас будешь ехать на моей, сравнишь, как тебе вот усилие на керамике, потому что она как будто усиливает еще. Ты немножко нажимаешь и держишь, а она продолжает Прямо. усиливаться. Ага. И руль такой тяжеловатый у тебя. Это Да. какой-то стоит сейчас динамический режим? А руль не меняется в зависимости от режимов. Кстати, сейчас будешь ехать в обратную сторону, попробуй поманеврировать. А это, наверное, гидроусилитель, да? Это не электро? Да. И это дело привычки. Я на так самом уверенно деле. говорю, а я даже не знаю, какой у меня. Я вот сейчас только задумался. Надо узнать. Был как самый такой. Так, а теперь что там надо? Поманеврировать? Мы едем разрешенное там 105 км в час, перестраиваемся в левый ряд резко. Ну, да, не 911, но намного лучше, чем у меня. Я, конечно, чуть-чуть я дискомфортно сижу, потому что такая четкая поддержка. Я не знаю, как тут человек еще там чуть больше меня, чуть крупнее будет сидеть и вообще вытолкнет. Я такое ощущение, что спиной не касаюсь сиденья, а меня боковая поддержка на расстоянии держит. Звуков столько лишних. Что-то свистит, что-то шумит, где-то появляется какой-то этот. Начинаешь прислушиваться. Это не турбина свистит, а какой-то шум из-под капота. Или это выпуск, или это коробка. Ну страшно, да. Вот ГТР прям показывает, что внимание, что-то может сломаться. Напомню, в ГТР это нормально. А когда ты слышишь такие звуки на своей РС-ке, Значит, там уже все отвалилось. вот. У меня, кстати, эргономика в Audi вообще. Я не знаю, там, я в Камри сажусь, у меня рука четко ложится на передние стеклоподъемники. В Audi, которая стоит там, не знаю, в 5 раз дороже, чем Камри, там вообще постоянно ты попадаешь на задние стеклоподъемники. И это вообще неудобно, постоянно перепривыкаешь. То же самое открытие люка. То есть, в принципе, японцы, ну, именно Toyota Lexus, в этом плане лучше, чем Audi. Я вот недоволен, сказал кому-то на форуме, меня сразу наругали. Что, как ты мог вообще сказать что-то? Ну, реально неудобно. А здесь, в принципе, вот эти штуки. Вообще прикольно, когда кнопочки. Никогда, как у меня, нужно постоянно выбирать через электронную систему шайбой крутить, а когда сразу можно кнопкой включить. Интересная, кстати, схема. Так, руль еле докрутили, уперлись. Да ты мог и там стать дальше. Но сейчас вылазить нам будет неудобно. Ну ладно. Не спеши. Вот. Ё-моё, вот это, конечно, прикол. Да, робот. А Мало ещё того, робот. что робот, нужно еще... Робот тупой. Нужно еще дождаться, пока он врубится. А нет такого, как вот у меня у знакомой перегревается в пробке робот, надо стоять Не. и ждать, пока... О. А если я поеду, а он еще не переключился? А оно не врубится. Не А, то поедешь. есть ты стоишь, газуешь, ничего не происходит? Да. Прикольно. Ну что, полетели дальше? Полетели на РС-ке. Да, поехали. Давай. Что это такое, расскажи. Это программа управления программой. То есть если хочешь ездить быстро, у тебя есть хороший бензин, можешь выбрать нормальный бензин, но гораздо полезнее, если у тебя плохой бензин, и ты отъехал далеко от Киева или далеко от хороших заправок, заливаешь 95-й, переключаешься на 95-й, и тогда не будет детонации. Вот сейчас мы залили 98-й, переключаемся на 98-й. То есть, Всё. по сути, это у тебя здесь меняются карты топливные, да? Да, да, Или прошивки? да. А Ну, как долго бы прошивки происходит все процесс? стоят. Все, Все, то есть, по сути, Да, ты то здесь есть вот так я поменял вот, карту. вот нажал обратно 109, вот нажал 98. О, сразу чувствуешь немец. А, это что? Это как в... Это буквочки писать. Это как в перевозчике, код вводишь и зажигание потом? Да, да. Наверное. Я Помнишь, на там самом деле не вот знаю. тут есть зажигание? Включим свет. И попробуем немножко. О, даже вот чуть-чуть касаешься педали, сразу чувствуешь хороший отклик. Ух, чувствуется как... Слушай, ну очень приятно, набирает прям вообще так, как надо. Вот именно по набору, по... Вот как это ощущается, по чувствительности газа, она мне как-то даже больше, чем моя Панама нравится, прикинь? Ну, Панама 650, а тут сейчас чуть-чуть больше. Но есть момент, по рулежке у Панамы более четкая рулежка. Да, говорят, Панама, вот то, что я видел, на пару секунд на всех треках она быстрее. То есть, если брать сток Панама и сток RS7, Панама быстрее. Вот я попробовал чуть-чуть сильнее поманеврировать. Потеряли оператора.
По управлению чувствуется, что кренов здесь больше, чем в Панамере, и сильно больше, чем в GTR. GTR все-таки, да, по управляемости более спортивная машина. Да. Это как бы подтверждаешь и ты, и это в принципе логично, потому что GTR это, ну, чистый спорткар. Очень приятный звук выхлопа. На сбросе газа слышится такая отчетливая перегазовка. Происходит это где-то там сзади. То есть это абсолютно ненавязчиво, но при этом вот мне кажется, то, как должно быть. То есть это не такой звук, от которого ты там очень быстро устанешь, но это при этом и не такой звук, к которому ты быстро привыкнешь. То есть он, мне кажется, всегда, да? Да, но он Добавляет просто не улыбку работает. на лице. Если ты едешь в комфортном режиме и у тебя не поднимаются обороты выше 3000, то клапан, который стоит в выпуске, он не открывается. И у тебя, в принципе, тихий достаточно звук. Он откроется только если ты по трассе, ну это для трассы режим, там спокойная езда. Я чуть-чуть это язык проглотил. А ты пассажиром-то ездил у себя когда-то? Один раз. Опа! Были кондер. Народ, машина не едет. Почему? Потому что забыли выключить кондер. Спасибо, опять включили. спасибо Сане Долгополову, что подсказал чит. Вся первая в шлиф. Ух. Ну как тебе ощущение от лаунча в своей Отлично. машине? Ну, Прошлифовали. Прикольно, когда ты сидишь пассажиром, но понятно, что зимняя резина вообще не цепляет, и все-таки старт мы полностью буксуем. Ну ты замечаешь, что ты когда ездил, что у тебя машина немножко так по дороге плавает? Это потому что зимняя резина. На летней Всё из-за она зимней держится резины. мертво. Вообще небо и земля. Я вот сейчас с тобой поездил, я на зимней просто спокойно езжу. Вообще не то. Нельзя гонять на зимней, конечно. Да, ни в коем Попробуй случае. затормозить, вот скажи впечатление. Потеряли оператора. Ты же В каждом видео, что я уже в шоке. Димон, готов? Да подожди, ты ж хоть предупреждай, я головой тебе вот бросал. О, Понял там? вот оно. Я теперь понимаю того парня. Даниил его зовут, который ездил на RS6, синий такой. Многие, кто с Киева его видели, и даже больше гораздо народу его слышали. Я его прозвал RS6 Попкорн. Наверное, ты его тоже слышал, у как меня свой минимум. попкорн. Слушай, у него Милтек стоит на его RS6. Точнее, стоял, он уже продал машину. Но это было жесть. Где бы ты ни находился в Киеве, в районе Печерска, все слышали, что он едет. Подведем итоги моих впечатлений по RS-ке. Значит, по пунктам, что понравилось. Офигенный отклик на газ. То есть нажимаешь, сразу такой толчок. Очень круто. Прострелы следующие сразу за тем, как ты отпускаешь газ. Мне кажется, это фирменная фишка RS-ок. Потом дальше. Салон, в принципе, произвел достаточно классное впечатление, хотя я всегда его недооценивал. Ну, когда ты смотришь на фотках, он выглядит проще и как-то более старым. Хотя сейчас сидишь, смотришь, ну, нормальный салон. А когда они сделают сейчас новую модель, мне кажется, что они уже даже могут хорошо потягаться с современными даже Porsche, между прочим. Что не понравилось? Не понравилось управление в плане того, что у машины сильно большие крены, ну, по сравнению с GTR, да. Внутри отличная шумоизоляция, у тебя здесь двойные стекла, это сразу чувствуется, ты абстрагирован от потока вокруг, от каких-то лишних шумов, то есть это без напряга позволяет ездить на большие расстояния. Панель приборов очень интересно сделана. Знаешь, вот такой эффект трехмерности создается за счет того, что колодцы, они немножко выдвинуты вперед. Да, у нас тут тахометр и спидометр, они выдвинуты вперед, а сам дисплей находится по центру и немножко отступает назад. Вот я еще когда с твоей стороны сидел пассажиром, я заметил, очень интересно это все выглядит. Прячется экран, тоже классная опция. Когда едешь, ты можешь просто его свернуть, и он тебя не отвлекает, ничего. Сзади много места, даже 3 девочки поместятся, да, в принципе? Если положить что-то мягенькое, потому что сиденье все-таки 2, как в Панамере, но по ширине много места. Да. Забыл еще отметить тормоза, карбонокерамика. Превосходно работает. Отклик на педаль тормоза мгновенный. То есть ее не нужно продавливать, вы только касаетесь немножко педали тормоза, сразу чувствуете
такой хороший клевок. Чем сильнее ты нажимаешь педаль тормоза, тем, соответственно, динамичнее машина скидывает скорость. Ну что ж, Сань, спасибо тебе большое за возможность оценить этот автомобиль, проехаться на нем, получить такие классные эмоции, сделать это сравнение. Тебе спасибо за геттер. За Геттер, а все, мы поменялись? У меня ключ в кармане, да, я пошел. Я понял. Всем спасибо, всем пока, хорошего вам настроения, подписывайтесь и ставьте лайки, и обязательно комменты. С вами был Киеврейсер и Саня. Счастливо. И Дима.